Всем привет! Наверное, все знают, что в скором времени знаменитая компания Motorola представит свой топовый смартфон под названием Frontier. И он будет действительно революционным. На данный момент известны практически все технические характеристики его. А также совсем недавно мы получили так называемые живые фото. Первое, что бросается в глаза, глядя на изображение, это то, что Motorola Frontier имеет очень большой островок камеры на задней панели с массивным объективом основного датчика изображения. Мы можем заметить также надпись сбоку, которая полностью подтверждает многочисленные утечки инсайдеров. А именно то, что мы получим первый смартфон с 200 мегапиксельным датчиком. Также он получил очень много интересных решений. Итак, основные фишки смартфона. Это мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1+, PIOLED-экран на 6,67 дюйма, фронтальная камера на целых 60 мегапикселей, аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч, целых 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт своей флеш-памяти. И многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Ну что же, я напоминаю, что я на данный момент перехожу полностью с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал в Яндекс.Дзен, потому что там будут выходить ролики регулярно, и там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Конечно же, потому что YouTube уже не платит нам. То есть вы должны понимать, что другого выхода у меня нет. Первое, что хочется отметить, смартфон Motorola Frontier получит изогнутый PIOLED-экран на 6,67 дюйма с частотой обновления 144 Гц. Напоминаю, PIOLED или так называемый пластиковый светоизлучающий диод представляет собой технологию отображения, в которой для осаждения электролюминесцентного органического полупроводника вместо стекла используется гибкий пластиковый субстрат, такой как полиэтилентерефталат. Использование более пластичного пластика вместо стекла позволяет загибать, складывать или скручивать панель дисплея без, конечно же, поломок. Гаджет получит 60-мегапиксельную селфи-камеру, что в наше время большая редкость. Ожидается, что новый флагман будет оснащен чипсетом от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1+. В отличие от предшественника, он получит 4-нанометровый процесс TSMC. Чипмейкер очень надеется смыть дурную славу производителя горячих чипов. Точно такой же чип мы должны получить совсем скоро в смартфоне Xiaomi 12 Ultra. Теперь про тот самый раскрученный датчик от компании Samsung, а именно ISL HP1. Система оптической стабилизации изображения и диафрагма f2.2. Это прорыв вперед в мобильной фотографии. В сенсоре используются разработанные Samsung пиксели размером 0,64. ISL HP1 оснащен новой гибридной технологией биннинга, объединения пикселей 4:4 от Samsung. Это означает, что сенсор способен настраивать режимы объединения пикселей в соответствии с условиями съемки, используя для этого сложные алгоритмы программного перераспределения на основе технологии глубокого обучения. Также 200-мегапиксельный датчик может работать как несколько разных датчиков благодаря алгоритму на основе глубокого, опять же, обучения. Samsung HP1 может выполнять объединение пикселей 2 на 2, что дает разрешение 50 мегапикселей. Датчик может снимать видео в разрешении 8К с частотой 30 кадров в секунду. Оперативной памяти будет 8 и 12 гигабайт. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что новая
память потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4X. Своя память выступит 128 или 256 гигабайт UFS 3.1. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Среди прочего, упомянутый порт USB Type-C, поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. На данный момент столь быстрая зарядка возможна только при использовании двух аккумуляторных элементов. Только так можно добиться хорошего отведения тепла, а также сделать смартфон тонким и легким. Но размещение двух аккумуляторов в корпусе сложно с точки зрения компоновки и расположения других комплектующих. Аккумуляторная батарея будет иметь емкость 4500 мАч. По слухам, запуск Motorola Frontier состоится уже в июле. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Motorola удивляет своих пользователей, а также многочисленных фанатов. И я очень рад, что сейчас, на данный момент, на 2022 год, в это непростое время компания Motorola выпускает все лучше и лучше свои смартфоны, гаджеты и так далее. Это очень хорошо. Ну, не знаю, лет так 5 назад я думал, что данная компания вообще уйдет с рынка куда-то туда, и все, данная компания прекращает вообще выпускать смартфоны и так далее. Но, как мы видим, выпуск продолжается, и вот этот самый смартфон Frontier вообще получится самым первым серийным смартфоном, который имеет основную камеру на 200 мегапикселей. Да, вы должны понимать, что это не будет прорыв в фото и видео. Это не будет самый лучший смартфон по фотовозможностям и так далее. Но он будет самым первым. Это очень важно, потому что, как мы знаем, недавно компания Motorola выпустила самый первый складной смартфон. Сейчас, как мы видим, самый первый 200 мегапиксельный смартфон и так далее. Что это нам говорит? Что Motorola не сидит на месте, что она развивает рынок. Вот сейчас люди посмотрят на данный смартфон с 200 мегапиксельной камерой и подумают, что так, 200 мегапикселей, а у меня всего лишь на сколько? На 48 или на 64? О, не-не-не-не-не. Надо мне купить смартфон, чтобы была надпись 200 мегапикселей. Так вот, ну это, конечно же, шуточки, но камера, конечно же, будет отличная. Конечно же, мы получим все самое топовое. Также хочу заметить, что мы получим PIOLED экрана 144 Гц и так далее. То есть, действительно, данный смартфон это флагман с большой буквы. Но на территорию Беларуси, России и так далее данный смартфон, увы, поставляться официально не будет, тем более сейчас. И где его достать? Конечно же, заказывать с Америки и так далее. Но сейчас все очень и очень сложно. Ну что же, отошел я очень далеко. Ждем смартфон от компании Motorola. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.